В этом видео мы с вами поговорим о том, как подготовиться к расставанию. Что вы можете сделать для себя полезного, бережного, чтобы пройти этот этап легче. Расставание всегда болезненно, особенно если вы пробыли вместе длительное время. Мы привыкаем к человеку, мы частично с ним соединяемся. Даже в здоровых отношениях всегда происходит некое соединение, то есть две личности чуть-чуть становятся вместе чем-то общим. И, конечно, когда мы расстаемся, мы расходимся, и то место, которое было общим, его нужно чем-то заполнить. Больные отношения, токсичные отношения, когда мы слишком соединяемся, у нас ничего не остается личного. Но даже в здоровых отношениях мы всегда испытываем поначалу неприятные чувства. Как себе помочь? Что делать? Пожалуйста, будьте к себе бережны. Окружите себя людьми, с которыми вам хорошо. Если у вас заранее будет поддержка, то вам будет легче. Это не обязательно прям жуткая картина, что вы будете плакать, и вам нужна мокрая жилетка, куда можно поплакать, близкая подруга или кто-то еще. Нет, возможно, вы даже не будете плакать и будете держаться очень собранно, и это осознанное решение, и так всем лучше, но находясь с людьми, на которых можно опереться, вы будете чувствовать себя сильнее. Может быть, это ваши единомышленники, может быть, это коллеги по бегу, то есть с кем вы занимаетесь спортом, ваши знакомые, с которыми вы вместе, и вы разговариваете с ними. Может быть, это кто-то на работе. Попробуйте на время расставания, на время вот этого горевания, которое очень естественно, побыть больше с людьми, потому что многие люди, наоборот, закрываются и уходят в одиночество. Им кажется, что если я буду приходить к людям с таким подавленным настроением и размягший, ну нахрена я нужен людям, да, я лучше посижу дома один, потуплю в телевизор, попью вино и переживу это сам. Это очень большая ошибка. Люди готовы нам помогать, сочувствовать и быть рядом, если мы просим об этом. Как правило, просто мы забываем об этом попросить, мы забываем это озвучить, и поэтому не получаем от них внимания, и поэтому нам кажется, что мы им не нужны, и имея уже такой опыт, мы идем вот в это одиночество, проживание горя в одиночестве. Неверно, нет, ребят. Причем просить это не значит унижаться, это не нужно унижаться, но озвучить просто, что с вами происходит, и человек сам подстроится и поможет, если это ваш близкий человек, с которым вы в контакте. Можно же просто сказать: слушай, мы расстались, ты знаешь, я переживаю, мне так непривычно, там, прихожу домой, а дома его нет. Открываю шкаф, вещей нет. При этом не нужно плакать, это не значит, что вы страдаете, это не значит, что вы жертва, это не значит, что вы унижаетесь и вы слабая. Нет, вы просто озвучиваете, что с вами происходит, и это нормально. Итого, что делать? Запасаетесь знакомыми, подругами, планируйте какие-то свои дела, расписания так, чтобы вы были максимально в кругу людей, желательно близких. В крайнем случае какая-то, не знаю, турпоездка, что-то, где будет много людей, пусть и чужих, это тоже очень хорошо поддерживает и наполняет. Вот здесь важно наполниться, понять, что вы не одиноки в этом мире, что есть другие контакты, которые тоже дают чуть-чуть вот это чувство слияния. Ведь каждый раз, когда мы в близком контакте, что с подругами, что с друзьями, что в турпоездке, познакомившись с кем-то, в поезде едешь долго, с человеком в купе и разговариваешь, мы все чуточку сходимся. И, соответственно, если вы разошлись с партнером, у вас там пустота пока, вы наполняете это контактами с другими людьми, и потихонечку там заполняется все энергией, заполняется вниманием, заполняется чувством единства с миром. Если это видео было вам полезно и интересно, подписывайтесь на канал. Если есть вопросы, смело пишите в комментариях. Пожалуйста, ставьте лайки, если вам действительно это интересно и понравилось, чтобы я видела вашу обратную связь и ориентировалась на то, какие темы вам важны. Потому что если видео набирает много лайков, я могу снять следующее, раскрывающее эту тему еще с другой стороны. Ведь на любой вопрос есть много ответов, и я сейчас озвучила лишь один из них. До встречи в следующих видео, приходите на канал и до встречи. Пока!